Молодая уборщица по имени Эмма Грейс едва заметно вздохнула, протирая влажной тряпкой стеклянную поверхность стола в холле крупной консалтинговой фирмы. Она всегда старалась уйти из коридора, ведущего к кабинету директора, прежде чем он появится. Слишком хорошо знала его вспыльчивый характер. В тот день ее осторожность не помогла. Джеймс Хартли, 30-летний генеральный директор, вошел в офис раньше обычного. В руке он держал плотный конверт с гербовой печатью, а лицо его было мрачнее грозы. Он что-то пробурчал о пропавшей секретарше и резко захлопнул дверь кабинета. Через несколько минут в приемной уже шептались. Из-за двери доносился раздраженный голос Хартли, который не мог разобрать текст письма. Никто из сотрудников не знал язык, в котором оно было написано. Тогда он громко бросил в пространство: «Переведет кто-нибудь до 3 часов дня, получит мою месячную зарплату». Коллеги переглянулись, усмехнулись. И вдруг со стороны хрупкой фигуры в рабочем халате раздался спокойный голос: «Я могу перевести». Все обернулись. В углу стояла Эмма с ведром и перчатками. Она взяла письмо, быстро пробежала глазами. Ее лицо стало серьезным. Это оказалось нотариальное уведомление из Будапешта. В документе говорилось, что Хартли является единственным наследником крупного состояния и должен подтвердить получение письма в течение нескольких часов. Джеймс, ошарашенный, всмотрелся в Эмму. Та уже спокойно набирала международный номер, говорила на венгерском четко и уверенно, словно всю жизнь только этим и занималась. Он подписал подтверждение, а она переслала его нотариусу. Спустя час пришло официальное уведомление: наследство в силе. Джеймс сидел в своем кресле, ощущая, как рушится привычный мир, в котором уборщица никто. Позже Эмма рассказала. Она раньше преподавала восточноевропейские языки в университете Манчестера, но после скандала с коррупцией в образовательных грантах лишилась работы и пошла в клининговую компанию ради медицинской страховки для сына-подростка. Хартли, до сих пор не привыкший благодарить, выписал ей обещанную сумму и предложил должность переводчика. Она только кивнула, напомнив: сначала нужно завершить нотариальные формальности. Через 2 дня они уже сидели в зале суда Будапешта. Эмма с невозмутимым видом переводила каждое слово, помогала адвокатам и отражала нападки родственников покойного. Когда судья огласил решение в пользу Хартли, он понял: без этой женщины он бы потерял все. Поздним вечером, глядя на огни через панорамное окно гостиницы, Джеймс впервые сказал ей: «Вы изменили мою жизнь». Она улыбнулась устало, но спокойно. «Я просто сделала то, что умею. Остальное за вами». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.